Всем привет! Я думаю, многим знакомо чувство, когда нам хочется сделать что-то, чтобы стать продуктивным, чтобы успевать все, чтобы наконец-то закончить весь свой список дел на день, на месяц, все вычеркнуть, все сделать. В общем, как-то повысить то количество дел, которые мы выполняем, наконец-то достать из пыльной полки то, что мы давно собирались сделать. В общем, наконец-то все переделать и повысить максимально свою продуктивность. Но почему-то мы забываем о том, что продуктивность — это сложный многокомпонентный продукт, который каждый из нас создает каждый день. То есть в это входит и еда, и сон, и наше самочувствие, и прогулки, и то, что мы там едим, потребляем, как мы потребляем контент, как мы создаем свой список дел и так далее. То есть это очень такой сложный, живой организм, который мы должны самостоятельно создавать, но нам всегда очень хочется простых, понятных решений, которые вот прямо сейчас выдадут нам 200% нашей продуктивности. И, в принципе, интернет кишит такими советами, я тоже их иногда даю, но всегда говорю о том, что нужно быть очень индивидуализированным, то есть попробовали, не понравилось, попробовали, понравилось, взяли себе на вооружение и так далее. Но есть ряд советов, которые априори вредные, потому что они не подойдут никому, это точно, потому что они противоречат нашей природе, тому, как работает наш мозг, как работаем мы, и если вы будете ими следовать, а они очень популярны, я много где их встречала, то вы получите только разочарование, возможно, еще какие-нибудь расстройства, нервные срывы, усталость, разочарование, в общем, много чего такого плохого, поэтому я хочу сегодня их озвучить, рассказать, чем они плохие, чтобы вы не попадались в эту ловушку. И первый совет звучит как копируйте привычки успешных людей, миллионеров, ученых, кого угодно. То есть если кто-то там встает в 5 утра и все успевает, и при этом он миллионер, мультимиллионер, то значит, если вы будете вставать в 5 утра, у вас все получится. Но на самом деле я часто об этом говорю, что то, как функционирует другой человек, это его личное дело. Это его личный график, который подходит лично ему. Если он со всем этим своим графиком сумел достичь каких-то высот, там, научных, денежных и еще чего-то, то он молодец, хорошо, но это его личный. Если вы будете копировать какой-либо день, кого-либо, там, или как одно время было модно спать по 15 минут, как раньше делали какие-то там ученые определенные, при том, что в статьях очень разнилось, то да Винчи спал так, то Тесла спал по 15 минут, то еще кто-то. В общем, кто-то пытался спать по таким графикам, кто-то работать и так далее. Повторюсь, все сводится к тому, что это их личные списки дел, это их личные графики. Вы другой совершенно организм, вы по-другому функционируете. И есть люди, которым не подходит вставать в 5 утра, и получится у них это. У них организм так не устроен, потому что это не их. Поэтому нельзя следовать чужим правилам, чужим привычкам, чужим советам. Их можно принять на себя, повторюсь, попробовать, но все-таки подгонять больше под себя. И если это действительно для вас не работает, то без сожалений отметать. Следующий очень вредный совет – это выжимать максимум из каждой минуты вашего времени. То есть нам говорят о том, что у нас единственный ограниченный ресурс – это наше время, поэтому нужно максимально забивать каждую минуту. Я даже знаю, есть способ такой, что вы расписываете свой весь день, 24 часа, по сути, на 2-минутные промежутки, и вот каждые 2 минуты вы записываете, что вы делаете, для того, чтобы понять, куда уходит ваше время. Но, во-первых, можно сойти с ума, на самом деле, если вы будете каждые 2 минуты отчитываться самому себе, что вы делаете, потому что некоторые вещи мы делаем дольше 2 минут. Во-вторых, наш организм так не функционирует, он не может работать 24/7. Если вам кажется, что вы работаете 24/7, то, скорее всего, вы перегружены, вы устали, ваш мозг не работает все это время, потому что ученые нам говорят о том, что активной умственной работы в течение дня у нас всего 3-4 часа. То есть за это время мы решаем самые такие основные задачи, какие-то глубинные такие размышления происходят, принятие решений и так далее. А дальше мы уже немножечко плаваем, то есть мы уже не так сильно погружаемся в проблемы, не так сильно продумываем, потому что у нас просто нету сил. То есть у нашего мозга исчерпан ресурс в этот момент, и мы уже не можем на тех оборотах, которые нам хотелось бы, работать. Следующий совет: чем больше методик, тем лучше. Я это заметила и по процессу обучения, потому что часто ко мне обращаются
обращается: ну вот какая еще методика, вот еще методика, ну вот какая-то же есть еще какая-нибудь методика. Нам очень хочется вот эти самые, ну как бы в этот момент это уже костыли. Когда вы не можете ничего делать, просто начать делать, пока вы не найдете определенную методику, схему, план. Ну, план, конечно, это хорошо, но когда вы только этим и занимаетесь, особенно когда вы занимаетесь только подготовкой, только планированием, вот, но дальше вы никуда не двигаетесь, это бессмысленно. Поэтому, конечно, когда есть какая-то система планирования, есть какая-то система, которая вам там помогает учиться, работать, составлять какие-то ваши планы, принимать решения, это хорошо. Но если есть только система и нет никаких телодвижений, нет каких-то действий, результатов, то это бессмысленно. Без того, чтобы начать что-то делать, ничего не получится. Никакая вам система не поможет, если вы не сделаете первый шаг физический, первый шаг. Еще один советик, который прибыл к нам из далекого-далека, но до сих пор актуальный, это визуализация результата. Одно время было очень популярно, особенно вот эти доски желаний и вообще, в принципе, концепция того, что просто представьте свой успех, и тогда все получится. И как бы говорилось о том, что к нам эта концепция пришла из спорта, и что у них вот все получалось, значит, и у нас все получится, и на другие какие-то способы, наши задачи, это все подойдет. Но немножечко не так. Как обычно, испорченный телефон работает всегда и везде. В спорте визуализация работает не на успех, как таковой успех, а на процесс. То есть, да, учеными доказано, что если вы в голове прокручиваете какой-либо процесс, то он ну, как бы в мозге загораются те же самые зоны и прокачиваются те же самые зоны, что и при физическом исполнении этого действия. То есть, да, в спорте частенько говорят о том, чтобы спортсмены в голове проходили все свои дистанции, чтобы они проходили там все свои сложные комбинации, то есть они полностью представляют, что они делают, там, подошел к бортику, там, собрался, сделал пируэт, там, как я вошел в воду и так далее. Они это представляют, чтобы их тело готовилось к этому процессу. Плюс очень сильно помогает снять стресс, потому что когда вы много раз прогоняли одну и ту же ситуацию, там, например, когда спортсмен на Олимпийских играх стоит, когда он много раз уже внутри себя прогнал, ему уже не так страшно, то есть они не представляют себя там с медалью. Ну, возможно, представляют, но их тренировочный процесс построен не на этом. Нам же говорят, сразу представляйте себя с медалью. Неважно, как вы туда дойдете, сразу с медалью, сразу там с машиной, с квартирой и так далее. Поэтому вот эта визуализация успеха совершенно не работает. Тем более ученые заметили, ну как, они выявили закономерность, что когда вы представляете вот очень ярко конечный процесс, точнее результат, происходит обратная реакция. То есть вы уже получили свои позитивные эмоции, вам уже хорошо, кайфово, вы же уже достигли этого. Неважно, что это в голове. Оно уже откликнулось так, как надо, и вам уже не хочется этого достигать. Поэтому визуализация очень хитрая, коварная штука. Ее можно применять очень дозированно, очень точечно. Следующий совет звучит так, что обязательно нужен строгий режим. То есть нам кажется, что продуктивные люди, они там встают, сразу по будильнику выпивают там кофе или чай, сразу идут в ледяной душ, потом зарядку, потом то, потом все, и иначе никак не получится. То есть нам кажется, что только вот следование строгому расписанию, строгому плану, держа себя в ежовых рукавицах и в такой жесткой дисциплине, только тогда у вас получится продвигаться к своей цели. Ну, как я уже и говорила, наш мозг так не работает. Да, если вы там соблюдете утреннюю рутину, возможно, вы правильно пробудите свой организм. Опять-таки, повторюсь, это очень индивидуальный процесс. Кто-то легче просыпается, кто-то хуже. У каждого своя должна быть рутина. Но если вы прям четко себе расписали жестко и никак ни шагу туда, ни туда, ни назад, это тоже приводит к тому, что вы, по сути, не выполняете свои задания, потому что бывает такое, что вы назначили себе там что-то поделать в определенное время, но в этот момент вы не хотите этого делать. У вас нет настроения, у вас еще там нет информации, еще что-то. Но если вы заставляете себя садиться и делать, да, там вы, в принципе, втянетесь в процесс, но так как надо, вы его не сделаете. Плюс все равно нужен отдых, все равно нужно переключение. Нельзя заниматься только делами, потому что те, кто за строгий режим, они вот полностью заполняют
заполняет все свое пространство только полезными делами, и больше ничего. И опять-таки это приводит к тому, что вы становитесь, ну, вы хотите действовать как робот, но вы не робот, вы живой человек, вам хочется и полежать, и отдохнуть, и выдохнуть, и что-то не поделать в этот конкретный момент, потому что разные бывают ситуации, и что-то поменять местами и так далее. То есть мы очень живой организм, мы подвержены и эмоциям, и настроению, и тому, как мы поели, потому что нам может просто банально плохо стать, и мы там не сможем сделать определенные действия и так далее. Поэтому режим, конечно, это хорошо, но в умеренных дозах. Не нужно себя прям сильно заковывать в это все, потому что это вызывает только стресс, а стресс это кортизол, а кортизол это плохие решения, плохая память, потом еще проблемы со здоровьем, со сном, депрессия. Ну, как бы ничего хорошего в этом нет. И последний совет, который я хочу с вами обсудить, в принципе, отчасти потому, что я тоже ему подвержена, мне казалось тоже, что это верно, это то, что нужно каждый момент чем-то заниматься полезным. То есть нельзя что-то неполезное делать. То есть каждую минуту, там, не знаю, ты отдыхаешь, но смотришь какое-нибудь обучающее видео, ты хочешь почитать, но берешь книгу, которая там какая-то полезная, ты там, не знаю, идешь куда-то просто прогуляться, но ты включаешь какой-нибудь себе там подкаст или аудиокнигу, чтобы постоянно поглощать информацию, чтобы постоянно продвигаться в своих делах, чтобы, в общем, каждую минуту делать что-то полезное, даже если ты пытаешься отдохнуть. И я тоже была подвержена этому. Мне казалось, что если я просто лежу и смотрю сериал, это что-то плохо, нужно что-то делать еще параллельно, нужно там, не знаю, шить, вязать, вышивать, все что угодно, не теряя ни минуты, нужно обязательно совмещать несколько дел одновременно и так далее. Но, опять-таки, не устану повторять, что мы живые люди, что нам нужен отдых, нам нужно выключение, переключение. Наш мозг не может работать, во-первых, в многозадачном режиме, потому что когда нам кажется, что мы так очень легко переключаемся к задаче, мы такие молодцы, весь такой цезарь, который все успевает, на самом деле каждый раз наш мозг переключается. На переключение у нас уходит время, у нас уходят силы. Так что из этого всего хочу отметить, что все вот эти советы, они нас призывают максимально эффективно использовать наше время, то есть максимально так себя загружать, следовать правилам. Это все хорошо в меру. И всегда должно быть время для того, чтобы просто полежать, отдохнуть, похандрить, что-нибудь поделать, погулять, уделить просто себе время, своим близким время. Это очень важно. Это тоже составляющая продуктивности, это тоже составляющая успеха, потому что если вы не будете отдыхать, вы не будете хорошо работать. Если вы будете бесконечно работать, вы будете плохо это делать, потому что вы исключите вот этот фактор окружающей среды, отдыха, общения и так далее. Особенно если вы еще при этом отключаете себе еду, сон, то все, как бы ни о какой продуктивности не может быть и речи, хотя вы будете постоянно заняты, но вы будете уставать, вы войдете в вот этот круг, когда вы настолько устали, что вы уже не можете делать, но вы продолжаете делать, вы не успеваете, вы делаете еще больше устаете. В общем, такой тяжелый порочный круг, из которого сложновато выйти, но всегда возможно. Всегда начинайте с отдыха. Все, мои хорошие, надеюсь, я развеяла кое-какие мифы. Вы будете более продуктивными, более адекватными и будете с любовью к себе относиться, к самому себе, с уважением, будете вовремя отдыхать, будете много творить, делать какие-то свои разные задачи и дела. У вас все получится. Подписывайтесь, ставьте лайк. До следующих видео. Пока-пока.